Тема 728. Квест. Темнота. Все вы, наверное, знаете, что такое квесты, какие они популярные, интересные и прибыльные, настолько прибыльные, что в каждом крупном городе работают уже несколько конкурирующих компаний квестов. Предпринимательница из Новосибирска Оксана Семутенко организовала в своем городе необычный квест, под названием «Темнота», или «Темнота» в авторском написании. Его задания очень простые, но не менее захватывающие, чем у технологических квестов. Квест «Темнота» предлагает своим участникам пробыть 1 час в полной темноте и в этой ситуации выполнить некоторые бытовые задачи. Цель такого квеста – познакомить своих участников с миром незрячих людей, побыть, так сказать, в их шкуре. Попробовать на себе маску абсолютно слепого человека. В группе участвуют 6-10 человек. Но они действуют не одни. К ним прикрепляется проводник, как раз таки слепой, или слабовидящий, человек, который чувствует себя в темноте, как рыба в воде. Группа, как только заходит в темное помещение, которое разделено на комнаты, делится на мини-команды и каждая выполняет свое задание: определить на ощупь бытовые предметы, просмотреть руками рельефную картину, определить по запаху продукты, собрать конструктор и товарищ поселок. С одной стороны, человек испытает новые ощущения. С другой стороны, начнет лучше понимать тех, кто так и живет, в полнейшей темноте. После испытаний в полной темноте группа выходит в светлую комнату, где она воочию может познакомиться с миром слепых и слабовидящих, познакомиться со шрифтом Брайля, с различными приспособлениями для слепых людей. Несмотря на то, что проект имеет социальную направленность, он достаточно прибылен. Одна такая квест-комната приносит от 100 тысяч рублей прибыли в месяц. Потому что он не только интересен пользователям, но и крайне мало затратен. Почему? 1. Так как проект имеет социальную направленность, в нем трудоустроены люди с ограниченными возможностями, под него можно найти муниципальное помещение с низкой арендной платой, 5-15 тысяч рублей за 100-300 квадратных метров. 2. На обустройство такого помещения тоже не потребуется много денег, необходимо только привести его в порядок и завести необходимую мебель. 3. Благодаря тому, что проект достаточно оригинальный и социальный, местные СМИ сами предлагают снять для него сюжеты и тем самым прорекламировать в местных телепередачах. То есть особых расходов на рекламу не будет. Новосибирская предпринимательница потратила на создание бизнеса примерно 100 тысяч рублей, восстановление убитого санузла, установка пожарной сигнализации и приборов учета, косметический ремонт в помещении, мелкая мебель, телевизор, сайт с системой бронирования, темнота Гуйоненск.ру, рекламная полиграфия. Билеты, наружный баннер, аренда с коммуналкой, бухгалтерия. Эти деньги отбились в первый же месяц. При этом доходность проекта сопоставима с технологическими квестами. Входной билет стоит столько же, 300 рублей, средняя цена на квесты в Новосибирске. В день в квесте участвуют в среднем 3 группы. За год через квест «Темнота» прошли примерно 10 тысяч человек. И оставили массу положительных отзывов, можете познакомиться с ними здесь. Афиша.нгс.ру/event/очосиес. Как сообщает Оксана Семутенко, основательница проекта, интерес у населения к этому проекту постоянно растет. А в августе 2015 года она организовала еще один подобный проект под названием «Тишина». В этом квесте участники одевают наушники, в которых ничего не слышат, и выполняют задания ведущего, слабослышащего или глухого человека, который учит их общаться невербально и просвещает насчет возможностей и общения со слабослышащими.
Другими словами, социальные проекты тоже могут быть интересными и прибыльными. Вы можете сами организовать подобные проекты в своем городе или уже воспользоваться готовыми наработками от новосибирской предпринимательницы, которая предлагает вам организовать подобный бизнес по франшизе. Подробнее об этом читайте здесь. Темнота Гуйоненск Пунта Рубара Россиете Барра Франчисе.